Всем привет, ребят! Сегодня я вам покажу наш буткемп. Погнали! И начнем с того, что у нас есть нанотехнологии в этом бизнес-центре, то что дверь открывается через отпечаток пальца. Спасибо. И сейчас я вам покажу нашу комнату, где мы тренируемся, где мы играем, и где мы обсуждаем, где просто, не знаю, готовимся к турниру. Вот она наша комната, тут сейчас все играют, Дастан просто сидит, наблюдает, готовит демки к нашей игре. Будущий против бигов. И давайте начну слева направо. Тут Аден тоже готовится по КСу. Вот наша доска, это наше общее расписание на будущие турниры, на будущие ивенты. Вот до DreamHack осталось 2 дня. После DreamHack у нас будет GGBet в Лондоне. После этого у нас будет Макао, где мы будем играть в ESC, азиатские отборы. После этого у нас будет Катовица, после этого будет сам ESC, и после этого у нас будет сам мажор. Это к чему мы идем. Но до него еще далеко, так что неважно. Если тут просто осмотреться, Даур готовится, смотрит второго лучшего игрока в мире, его хайлайтики. До этого он заказал себе Easy Boots, они не подошли к нему по размеру, так что если что, пишите ему в директ. Если что, он вам продаст их за 50% скидки. Adren CSGO будет где-то на экране. Чего? Ну 70%, да, там 30-40. 70% Да. Вот у него 12 размер, так что, ребят, заказывайте, пишите ему в директ. Тут тренируется Тимур, играет с ВП, показывает мастер-класс. Вот его тетрадочка, где записаны все его стратегии, которые он читает во время праков, чтобы не забыть. В общем-то все, просто чувак тренируется. Тут Джейм тренирует наш мувмент с бутылочкой. Что это у него? Бутылочка сока, не то, что вы подумали. Запоминайте Дзюша. И просто тренирует свой мувмент, это наш капитан. Тут также у него есть свои стратегии, вот, если можно посмотреть, вот его тетрадочка. Оттуда он нам колет все раунды на праках. Дальше идет мое игровое место. Я тут тоже упорно тренируюсь, смотрю, как играют Dota 2. Вот у меня 2 сока, мышка, клавиатура, телефон, также тетрадочка для праков и так, как и у всех. И Санджа также тренируется, тоже ничего особенного. На столе у него лежат ножницы, это на случай, если там кто-то ему занозит во время праков. Да, если кто-то ему, допустим, скажет что-то мерзкое во время праков, он пуляет эти ножницы прямо в глаз. Так что конфликты редко намечаются. А тут наша еда и Дастан. Так что это уже копится, тут второй день. У нас есть пюрешка, у нас есть котлеты по-киевски, там рис, бутики и по сути все. Ну и салатик. А это игровое место нашего тренера. Он смотрит казахстанскую команду Seven, как они играют на каком-то турнире в Азии или в Китае, не знаю где. Они, конечно, летят, но мы надеемся, что они закомпают. А вот сам вид из нашего бизнес-центра. Очень красивый, очень классный и не знаю, тут очень круто. Мы собрались на буткемпе с 13 января. Даур приехал чуть позже, потому что он отдыхал за границей. Сейчас идет где-то 7-й день. Полноценно вместе мы играем около 5 дней. И в целом обычный буткемп. Собрались. Я вначале очень переживал, что очень большой перерыв будет, но я думаю, что это, наоборот, пошло на пользу и очень оптимальное время, чтобы найти форму и быть таким свежим и настроенным. Вспоминать КС, как играть, было сложновато, нужно было поиграть побольше на буткемпе. Индивидуальную форму ребят я оцениваю, ее сложно оценить прям точно, потому что все равно все решается в официальных играх. Ну, бывают моменты, где мы играем очень хорошо, бывают моменты, где мы играем средне. Вот, то есть там стабильно очень жесткой игры на праках, по крайней мере, пока ее нет, но есть проблески того, что как бы в некоторых играх подсказывают очень крутые игры, без там очень мало ошибок и так далее. В основном я заметил, что когда мы играем тренировки с хорошими командами, пацаны играют намного старательнее и, мне кажется, всегда хороший результат с хорошими командами. А когда мы потом заходим с какой-то средненькой командой, то
всегда все как-то 50 на 50, очень близкие игры. На буткемпе тренировал больше индивидуально свои действия. Отрабатывали больше раундов, тут больше с командой. Касательно своей формы на DreamHack, я по ходу турнира еще буду набирать, так что будет все хорошо. Я не забыл, как играть в КС, вот тренируемся и уже вроде набрал форму. На буткемпе мы сначала возвращаем тимплей, коммуникацию, ну и стрельбу, конечно же. Дальше уже зависит от результата. Впереди у нас около 5-6 чемпионатов. У нас есть цикл сейчас, который заканчивается мейджором. И, безусловно, главная цель это мейджор. Но как бы сейчас первый турнир это DreamHack. Первый турнир в сезоне. И на самом деле я очень люблю DreamHack. Мне кажется, это такой турнир, он очень такой компактный, и команды хорошие, и города всегда необычные. И этот турнир я рассматриваю как набор формы, но в то же время цель у нас победить. Следующий турнир это в Лондоне турнир, там состав участников посильнее будет, но в то же время не прям тир-1 турнир. Потому что эти турниры больше как найти себя, показать хорошую игру. И позже мы едем в Катовицу. Наверное, главный сейчас турнир в следующих 2 месяцах это Катовица. Вот. Позже будет это мейджор. Но, безусловно, мы не едем на турнир там готовиться там, и так далее. Мы едем побеждать, и это единственная наша цель. На DreamHack в группе у нас играют так, вроде Big, Renegades и, если не ошибаюсь, Cloud9. Эти команды сложно оценить прям сразу. Я думаю, что у всех команд на этом турнире как бы такой этап какой-то перестройки, все хотят показать себя, выиграть, и Big с 2 заменами, которые прошли недавно, я думаю, что они очень настроены, так как им тоже нужно время реабилитироваться, показать хороший КС. Позже идет Cloud9, это вроде новый их ростер, который хорошо проходит квалы. Ну, я не знаю, с американцами мы всегда нормально играем, нету там какого-то, что мы там как-то их переоцениваем или наоборот недооцениваем. Сложно о них что-то сказать. Думаю, что когда мы непосредственно встретимся с ними, то в подготовке мы увидим все моменты. Последняя команда Renegades. Renegades, вроде это бывшие Greyhound. Это хорошая команда, у них много опыта. Я думаю, что стандартная, стабильная группа. У нас точно нету никому недооценки. Мы считаем, что все команды на хорошем уровне сейчас. Сейчас уже 2020 год. CSGO уже играют, наверное, больше, чем в 1.6. И это время, которое даже средние команды сейчас очень хорошо играют. Так что нет времени недооценивать, нужно просто всех ебашить. Кричалку от болельщиков, наверное, когда просто кричат Virtus.pro, это уже приятно. Так что не нужна какая-то определенная кричалка для нас. Самое главное болеть за нас, а что кричить, разницы нет. Хоть Сань же кричит. Ну, я думаю, что если кто-то придумает кричалку в чате или в зале, тот, кто придумает, как-то замиксует то, что мы с Казахстана, то что-то может там Алга, Virtus.pro и что-нибудь, что-то миксануть. А так прям кричалки как такого я не вижу. Так что что-то, если кто-то придумает, думаю, что она быстро приестся, и мы сами любим там, когда мы играем, что-нибудь сказать. Там, мы теперь там медведи, угорать. Алга медведи, да.